Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем тестировать индукционную плиту. Я расскажу об основных ее плюсах, минусах и расскажу основные отличия от стеклокерамики, и газовой плиты. Расскажу также, покажу, как за ней ухаживать, и также проведу ряд очень интересных экспериментов, которые, я надеюсь, помогут сделать вам свой выбор. У меня варочная поверхность фирмы Bosch. Честно скажу, что покупать мне было индукционную плиту страшно первый раз, потому что вещь достаточно не дешевая, в отличие от стеклокерамики. То есть, сейчас, правда, индукция уже стоит какие-то приемлемые деньги, можно найти там по каким-то скидкам, как, собственно, я купила по скидке. Но просто ориентировалась по отзывам, честно скажу. До этого я 7 лет пользовалась стеклокерамической плитой фирмы Zanussi. То есть она была одна из самых экономных, таких самых дешевых вариантов. Но она просто меня очень-очень радовала. И, собственно, мы просто переехали, поэтому не стали перевозить ее с собой, оставили на прежней квартире. Ссылочку именно на эту плиту я оставлю внизу под видео. Если кому-то интересно будет, посмотрите. А так просто в целом буду рассказывать не про конкретно вот эту модель, то есть там не буду нахваливать ее. Меня, собственно, все устраивает, но не буду вдаваться в похвалы. А в целом просто расскажу про свое отношение к индукционной плите, к индукционной поверхности. И опять же повторюсь, сравню ее со стеклокерамикой, так как у меня есть опыт пользования и стеклокерамикой, и газовой плитой, и, собственно, теперь индукцией. В районе где-то полугода я и пользуюсь. Когда я выбирала себе варочную поверхность, то для меня основным из главных параметров выбора было наличие таймера. Собственно, такой таймер у меня был на предыдущей стеклокерамической поверхности. Собственно, поэтому для меня это было принципиально, так как, причем таймер не просто, который показывает время, а именно который позволяет отключить определенную указанную конфорку через определенное количество минут. Мне очень нравится функция, когда ты ставишь, например, вариться суп, включаешь таймер, и приходишь, он там минут через полчаса просто отключается сама плита, и не нужно проверять, мало ли ты там забыл, не забыл, засиделся за компьютером, еще что-то. На предыдущей моей панели Zanussi был такой же похожий принцип. То есть выбираешь панель и нажимаешь плюс-минус. Есть функция блокировки от детей, но мне это на самом деле не очень актуально, потому что у меня ребенок знает, что к плите лезть нельзя и никогда, собственно, не лезет. Теперь давайте пройдемся по плюсам, которые все-таки для меня сыграли основную роль, и как бы меня не душила моя внутренняя жаба, и все-таки разорилась на индукционную панель. Внешне вообще эти панели, что стеклокерамика, что индукция, они абсолютно ничем не отличаются, то есть они абсолютно одинаковые. Причем у меня панель была такая же точно, с такой же металлической рамкой, то есть они абсолютно идентичны, только лейбл поменялся и все. Различие очень сильное между ними в плане принципа. Принцип индукции заключается в том, что не греется сама плита, а благодаря индукции разогреваются стенки посуды, нагревается посуда, и посуда уже греет собственно, пищу, приготавливает пищу. А в стеклокерамике, соответственно, греется эта панель, она уже передает свое тепло посуде, то есть тут процесс весь происходит несколько дольше, то есть индукция все это делает быстрее. Соответственно, сразу скажу минус, нужна просто посуда, которая подходит к индукции, но обычно на посуде это везде пишут. Собственно, у меня проблемы с заменой посуды не возникло, потому что у нас посуда вся икеевская, и она вся просто прекрасно подошла к этой плите, поэтому мы не заморачивались. Хотя, возможно, я бы все-таки хотела бы поменять часть своих кастрюль. Но так как они у меня подходят, то мне просто жалко их выкидывать. Основной главный плюс – это то, что для меня лично главное, это то, что пища не пригорает к поверхности, потому что поверхность не нагревается. Она, конечно, нагревается за счет нагревания кастрюли, и кастрюля уже передает остаточное тепло плите, то есть она нагревается. Но все-таки не настолько, чтобы при убегании пища сразу пригорала, потому что, памятуя свою стеклокерамику, я там постоянно скребком просто очищала раз в неделю стандартно
эту пригоревшую пищу, и это меня несколько раздражало. Ну и я уж не говорю про газовую плиту, которая есть у меня у родителей, за которой вообще, мне кажется, на мой взгляд, очень сложно ухаживать, потому что надо снимать это все, вычищать. Индукция в этом плане намного просто проще, намного удобнее. Ну и сразу скажу обратный минус, это нет функции остаточного тепла. То есть если у стеклокерамики, например, стоит супчик, ты поставил его, выключилась плита, поставил таймер там, или отключил ее, и ты знаешь, что минут 15 у тебя так супчик еще доходит вот, до своей кондиции. Но опять же плюс, что, наверное, она, оставшись на плите, она быстрее у тебя остынет. Ну, в принципе, вот все, что я хотела сказать. Теперь давайте перейдем к моим экспериментам. Во-первых, послушаем, как она работает, а во-вторых, попробуем вскипятим литр воды и просто проверим, за какое время она это делает. У моей индукции есть два режима. Первый режим – это просто режим индукции, но в зависимости от указаний, то есть будем кипятить на максимальной величине на девятке. И есть второй режим – это режим быстрого нагрева бустер. Поэтому давайте проверим и проведем такой эксперимент. Так, для чистоты эксперимента я буду использовать мерную стакан. Пол-литра. Так. И вторая половина. Все, наш литр воды готов. Поехали. И функция бустер. То есть вот я нажала, не знаю, видно, не видно, давайте покажу. Вот, нажала функцию бустера, тут у нас буква B, ну или шестерка, кому как удобнее. Ну и поедем смотреть. 20 секунд. секунд. Ну и уже видно ощутимо, что уже прям пошла вода пузыриться. Минута. Ну и, конечно, в нашем эксперименте мы не используем крышку, чтобы это все видеть. С крышкой, конечно, это происходит быстрее, нужно понимать. Так, полторы минуты. Две минуты. Ну и пошел шум. Явный такой шум от воды. Ну, 3:10. Можно сказать 3:10. Вода бурлит. То есть на режиме бустер это происходит 3:10. То есть вода у нас закипела через 3 минуты 10 секунд. Выключаем. Все. Вода моментально сразу прекращает бурлить. Так. Ну, это мы использовали. Надо отметить самую маленькую конфорку. Поверхность тут вот такая горяченькая, но прикладывать руку не хочется, потому что от кастрюли она, конечно, нагрелась. Следующий эксперимент, который мы будем проводить, это, собственно, проверим, как же реагирует плита, когда, как говорится, молоко убежало. Да? Насколько помню, меня всегда раздражало в стеклокерамике, это когда муж с утра готовит кашу нам, и каша закипает, несмотря на то, что он ставит таймер, там это все высчитывает, но периодически это все выливается на плиту, а я просто потом вечерами этим ужасным скребком все пытаюсь соскоблить. Ну, давайте проверим, как ведет в этом плане себя индукция и что же из себя, ну, она же позиционирует себя как антиубегайка, не оставляющая пригара на поверхности, потому что, собственно, нагревается, работает она за счет того, что нагревается сама посуда, а плита не нагревается, но только за счет остаточного тепла от посуды. Ну что, проверим. Провожу я эти эксперименты на своей кухне, чтобы вам не пришлось этого делать. Можем включить даже функцию бустер. Так, пошел пар. Пошли.
Маленькие пузыречки. Молоко начинает подниматься. Так, начинает образовываться воздушная пена. Не могу на это смотреть. Убежал. Все. Ну вот, воспользуемся. Это просто какой-то кошмар. Ну и видно, кстати, что плита, она сама моментально, просто моментально отключилась. Спасаем. Спасаем, мы тебя спасаем. Так. Друзья, ну видите, что тут абсолютно ничего нет. Плита чистая, никакого нагара. Ну и что я могу сказать? Не проводите такие эксперименты, конечно, на своей кухне. Ну, я надеюсь, что я заслужила, по крайней мере, маленький лайк. Вот, поэтому не забудьте мне его поставить, раз уж я помучила свою плиту таким образом. Ну, собственно, в отличие от стеклокерамики, если раньше стеклокерамикой мне приходилось постоянно, просто раз в неделю отскрябывать все пригоревшие моменты скребком и какими-то въевшими, разъедающими грязь комнатам, то теперь я просто использую антижир. Ну, самый обычный у меня, я думаю, любой можно. Прыскаю на поверхность, беру тряпку и просто протираю. Споласкиваю тряпку и прохожусь еще раз, просто уже чистой тряпкой. Все, буквально минута-две, и плита у меня снова чистая. Ну и могу вот просто сухой тряпкой ее протереть полотенцем. Все, плита чиста. Ну и вот так вот она выглядит уже намытая. То есть поверхность сияет, блестит. Ну вот, собственно, все, что я хотела вам показать и рассказать об этой плите. Я сама ей очень-очень довольна. Приятного вам выбора. Всем пока. До новых встреч.